Путина сейчас идеология такая – соврать, но не попасться. Воздействие на людей, на мозг. Вот как распятый мальчик. Ха, автор дурак. Такие вот ворота Рассюмон. Я не писатель, чтобы придумать. Если не будет вранья, у них все рухнет. Я раскаиваюсь в том, что когда я перестал обманывать людей, я сделал все возможное, чтобы говорить людям правду, и я стараюсь это делать. Где вы дорогой идете, товарищи? Фейк-ньюс. Эти слова как-то незаметно вошли в наш лексикон. И вот уже в январе 2018 года Европарламент обозначает фейк-ньюс как серьезную угрозу для общества. Ложь всегда была орудием пропагандистов. Но фальшивые новости, с которыми мы имеем дело сегодня, явно отличаются от обычного вранья. На наших глазах происходит захват реальности. Мы это видим, чувствуем, негодуем, но чаще всего беспомощно разводим руками. Наше представление о том, как надо бороться с ложью, столкнулось сегодня с новым изощренным оружием в руках кремлевских пропагандистов. Разум отказывается верить, что это могло с нами произойти. Наперсточники втянули нас в параллельную реальность новыми технологиями. И реальность эта не безобидна, расколола общество, позволяет развязывать войны и убивать. Но, как сказал питерский художник Анатолий Белкин, настоящих профессионалов и специалистов не обмануть. В моем фильме «Фейк-ньюс» писатели, художники, политологи, журналисты анализируют фейк-ньюс. Был у меня друг, питерский галерист. Образованный, талантливый, артистичный. Мы понимали друг друга с полуслова, очень дружили. И вдруг я получаю от него комментарий. А вы дайте им сало и горилки, они и успокоятся. И тут меня охватило чувство беспомощности. Как же так, думаю я. Я только что видела в прямом эфире, как ребята бегут по Институтской, прикрываясь фанерными щитами, как они прячутся за деревьями. Я слышу выстрел. Я вижу, как один из них падает, и я понимаю, что он убит. Как же так, думаю я, все же очевидно. Нет, не очевидно. Оказывается, моему другу в Питере показали совсем другую картинку. И в этой картинке фашисты и бандеровцы захватили центр Киева. И тут я поняла всю силу и опасность фейк-ньюс. Настал кризис достоверности. И привычная мне картинка становится с ног на голову. Я привожу аргументы, я стараюсь быть логичной, но мои аргументы больше не работают. Такие вот ворота Рассюмон. Фейк-ньюс – это то, что заранее и сознательно имеет в виду достижение определенной цели. Скорее всего, это будет цель очернения человека или ситуации, или страны, и создание абсолютно ложной новости для того, чтобы сорвались важные переговоры, чтобы общественное мнение качнулось в другую сторону, чтобы снизилось давление на правительство. То есть фейк-ньюс, в отличие от ложной сплетни бабушек на лавочке, преследует цель не злословия, а преследует цель помешать каким-то процессам. Фейк-ньюс – это не совсем однородная материя, скажем так. При том, что, естественно, любые фейк-ньюс – это ложь, но ложь, опять же, бывает всякая. Бывает ложь во благо, бывает ложь в оправдание, бывает ложь там такая-сякая и так далее. Я считаю, что имеются, скажем, фейк-ньюс, которые такие очевидные фейк-ньюс. И это, например, то, что российская пропаганда использует для оболванивания своего собственного российского населения. То, что каждый день сейчас передают по телевизору, это
Но в России это же невозможно на это смотреть. Он просто включать невозможно. Это уже такой не фейк, а это агрессивная пропаганда, да, чудовищная. Это на самом деле даже не фейк. Это намного больше. Я называю это виртуальной реальностью. Потому что то, что происходит с российским обществом, это такое комплексное опустошение, комплексная подмена понятия. Это не только информационные фейки, это и искажение новостей, это и создание каких-то новостей, которые где-то питаются реальностью и реальной жизнью, а где-то нет. Это и замалчивание фактов. Но это больше, чем медийная и информационная среда. Это реклама. Это фильмы, это сериалы, это детские книги. Фейк-ньюс делают высокого класса специалисты, которые знают, как правильно ложь подать, как ее ранжировать, какие правдивые кусочки надо вставить, чтобы она стала достоверной, какое фото и какой кусочек видеосъемки сюда надо поставить. Ну, немножко из другого времени, но нам это годится. Это мы постоянно с этим сталкиваемся. Вдруг оказалось, что последние новости туда подмонтируют картинку там, пожара, который был 20 лет тому назад, или 10, понимаете? И это высокие технологии. Я думаю, что ничего другого больше нет, что единственная разница просто в уровне работы с ложью. Мы все-таки принимаем достоверность факта, не потому, что мы смогли его полностью, как бы сказать, доказать, как в математике, а потому что сообщество в целом, несущее определенную ответственность, располагающее каким-то представлением о преемственности поколений, о культуре, о своем месте в мире и, возможно, даже о какой-то религиозной миссии самих себя и своего поколения в истории, образовывали все-таки такое публичное пространство, в котором существовал как бы такой common sense, здравый смысл, который позволял интерпретировать каждый конкретный факт внутри такой сетки истории или понимания реальности, которая делалась приемлемой и оправданной. Вообще, конечно, для нас нет ничего нового. Мы уже жили в зоне радиации, когда все было пронизано пропагандой и враньем. На перекрестках нас встречал Леонид Ильич, которому пририсовывали 5-ю звезду героя. С крыш домов партия звала нас в светлое будущее, а по телевизору в международной панораме нас пугали ядерной войной. Вся, не просто новости, вся жизнь в Советском Союзе, любая, каждую секунду картинка в телевизоре, кроме передачи о животных, была фейком. Все фотографии Политбюро, вот абсолютно золотой эталон фейка, это в каждой жилконторе, в каждой школе, в каждом институте доска с портретами членов Политбюро. Но это такая прелесть, это такие рожи гладкие. Муха, когда садилась на них, она скатывалась просто. И не за что было уцепиться на этих рожах. Такие они были гладкие. Мы родились в стране фейк-ньюс, и поэтому фейк-ньюс не является никакой для нас новостью. Наоборот, я бы сказал, что сегодня фейк-ньюс – это гораздо менее значимая вещь, чем тогда. Потому что сегодня можем все проверить. Вот, условно говоря, если нам что-то говорят, ну, например, что у Станислава Александровича Белковского есть хвост и рога. Ты можешь посмотреть в интернете, есть ли у Станислава Александровича Белковского хвост и рога, и сделать свое суждение об этом, да? Но тогда мы не могли этого сделать. Ты должна была верить тому, что говорят официальные средства массовой информации. Ну, я думаю, что мы не должны строить себе иллюзий, что каждый из нас живет в окружении, да, какого-то набора, я бы это назвал, это мифов, да, и это, наверное, нормально. Вся штука в том, что хорошо было бы, чтобы человек выбирал себе мифы, которые ему нравятся сам.
а не попадал в ситуацию, когда эти мифы навязывают ему извне и делают это агрессивно. Такая вот классическая российская ситуация. Ну как же это могло с нами произойти? Ведь еще вчера мы смеялись над советской пропагандой, над ее городом желтого дьявола. Все было грубо и топорно, и все было очевидно. Они врут, они выглядят карикатурно, им никто не верит, и все мечтают вырваться из душного совка. И мы уверены, что у нас есть прививка от вранья и пропаганды. И могли ли мы себе представить году это в 1989-м, что мы снова позволим собой манипулировать и снова дадим себя надуть? Это какие рычаги надо было задействовать, на каких струнах сыграть, чтобы нам снова захотелось добровольно построить ряды против общего врага? Они теперь все убеждены, что Советский Союз был разрушен вот этими, значит, воображаемыми американцами в результате семантической войны. То есть, как бы, они же перестали думать, что это мы сами освободили себя от коммунизма. Или что русские сами как бы поставили точку в этом этапе 70-летнем и начали свой новый путь в дальнейшее будущее. Они считают, что это было поражение. Но поскольку военного поражения не было, то, значит, за счет чего? Они взяли и снова встали на эту позицию, ужасную позицию, что, значит, против нас был семантический заговор. Специально, вот это там Радио Свобода, вот джинсы, вот якобы колбасы не было. Jesus Christ Superstar, как ты говоришь, вот это все, значит, журналы с музыкальной модой, и Сева Новгородцев, и вообще, и больше того, и вот эти концепции демократии, которые, значит, как бы и свободной экономической деятельности человека, все это была семантическая война. И теперь они говорят, давайте ответим вот на это поражение семантической войной в отношении Запада. Мы знаем, как это делается, потому что они все сидя в, значит, в ФСБ, значит, во внешней разведке, в ГРУ, и значит, в военных ведомствах, в этих центрах Генштаба, они все это время напряженно изучали, как разрушаются, значит, как бы вот эти связи в сознании человека между вот его как бы хорошей жизнью сегодняшней и вот какой-то колбасой джинсами, на которых они потерпели поражение, как они считают. Сейчас значительная часть российской пропаганды держится вот на двух эмоциях. На обиде и на ненависти. Это очень древняя и очень мощная вещь. Вот, значит, причем ненависть и обида между собой связаны. Почему мы такие правильные? Потому что все нас ненавидят. Вот в мире господствует русофобия. Почему она господствует в мире русофобии? Потому что мы такие правильные. Весь мир неправильный, а они нам завидуют, нас ненавидят. Вот, там, даже не хотят признать, что Крым наш. Там русофобы там подмешивают допинг в пробы российских спортсменов, русофобы. Там, я не знаю, захватывают Крым, я не знаю, атакуют в Осетии наших мирных миротворцев. Там русофобы вводят санкции, русофобы там травят скрипелей, чтобы свалить на Россию. Там русофобы подмешивают Полонии Литвиненко, ну и так далее. Понимаете? Здесь русофобы там работают, засучив рукава. Я понимаю, как это устроено. Человек хочет услышать то, что он хочет услышать. Это блестяще описано у классиков психоанализа Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга и нашей соотечественницы из города Ростова-на-Дону, ты будешь смеяться, одним из ключевых классиков психоанализа, это не все знают, Сабиной Шпильрейн. Анализировать не надо, критически мыслить не надо, но это все строится на трех китах, которые, собственно, формируются при президентстве Владимира Путина в течение 18 лет. Эти три кита – это первое – ностальгия по Советскому Союзу, это ностальгия по стабильности, так называемой,
которую должен был дать Путин, но при этом все равно почему-то идет отсыл к стабильности советских времен, наверное, потому что он или его окружение понимает, что никакой реальной стабильности он стране не дал. Это осознание определенной общности группы людей, которая есть в России. Это мы патриоты, да, это наши скрепы, да, и это чувство врага. Это третий столб, это чувство окружающего врага, который всячески хочет, значит, разъединить Россию, унизить, уничтожить, обеднить и так далее. Благополучие, да, иначе все рухнет. Если они начнут это обсуждать, как мы с вами, уже начнется все рушиться, да, вообще под ногами. Эта же система существует до того, как только первый камень будет поднят. Вообще какой-то. Это ж понятно. И значительное количество людей, они выставили это значительное количество людей, для которых вот такое пребывание в постоянном фейке вполне комфортная жизнь. Вполне. Притом не тот фейк, который мы имеем в виду, а страшный, политический. Каждый день, с утра до вечера, в присутствии дома, на работе, с друзьями. И друзей-то у них нету. Они друг друга боятся. Они боятся из этого круга выйти. Это страшная история. Страшная история. Комплекс того, что мы такая большая страна, и смотрите, мы живем намного хуже, чем эта маленькая Чехия. Эти чехи, которые никогда в жизни не могли сопротивляться. Мы же их освободили. Во Второй мировой войне они сидели, как пепики, ничего не делали. Советская армия должна была их освободить. И у них сейчас все лучше, чем у нас. Как это может быть? И они еще неблагодарные. А вот это чувство комплекса, неблагодарности, и с другой стороны мания величия, да, мы такая большая страна, и никто с нами не считается, как это может быть. Это все сделало такую почву для манипуляции. Очень хорошо. С этим можно очень хорошо. Не надо быть большим психологом, чтобы с этими чувствами работать. Вас не уважают в мире, сейчас мы их заставим, увидите, и я буду вашим вождем, который заставит весь мир, хотя, не уважают, пусть боятся хотя бы. Но мы не сможем сделать нормальную машину, которая ездит. Давайте сделаем ракету, которую они будут бояться. Но я сейчас так очень примитивно, но на самом деле, по-моему, именно президент Путин смог найти этот путь в душу русского человека. Может быть, его и тренировали в этом КГБ, где он учился и работал. И он нашел, да, он смог объяснить людям, что не важно, что они живут хуже и не в такой свободе, как западный мир. Важно, что им он вернул самочувствие большого народа, которого остальные боятся. И на этой основе можно распространять сколько угодно фейков. В какой момент мы перестали думать, анализировать, критически относиться к ситуации? Для себя я четко определила этот момент. Это август 2008 года. После того, как после года информационной подготовки, после того, как директоров школ обязывали писать списки грузинских детей, после того, как граждан Грузии высылали из Москвы транспортными бортами, Россия напала на Грузию и представила это как нападение Грузии на миротворцев. Много ли тогда людей возмутилось? Многих ли покоробило это известие? Или россияне вообще перестали думать? В принципе, очень тяжело работать с аудиторией, которая не заточена на анализ темы, анализ себя, анализ собственного отношения, попытку отрефлексировать, в принципе, это какое-то событие, попытку дать какую-то обратную реакцию. И вот отсюда, собственно, идет эта вера, мне кажется, всем этим выдуманным новостям, потому что мы читаем заголовок, и мы верим заголовку. В принципе, да, восприятие новости через заголовок, максимум через лид. Цель человека, пишущего любой заголовок, это, безусловно, чуть-чуть переврать, добавить краски, добавить яркости. Если
событие не стоит вообще ничего, но его правильно продать через 3 абзаца, безусловно, у человека, который читает, может возникнуть ощущение, что там и солдат было не 10, а миллион, и жертв у землетрясения было не 1,5 человека, а 1,5 миллиарда, условно говоря. Да? Проблема критичности становится ключевой. Да? Там, например, ну вот я верю в то, что политики любых стран там, хотели бы, если бы можно было, в своих интересах там, манипулировать людьми, обманывать людей. Но, например, там, в какой-нибудь Англии у них возможностей очень мало. Не потому, что у них нет техники такой, а потому что люди очень критично относятся к информации, к любой, особенно к той информации, которая идет от политиков. Господин Путин, там, господин Лавров, господин Песков, госпожа там, Захарова врут наглым образом, да, и все как бы понимают, что врут. Тем не менее, это хорошо, это такая некоторая удаль, да, вот. Нету в Крыму российских войск, да, там, ну, непонятно, что там, мундиры можно в военторге купить, там, ну, небольшая очередь в военторге ростовском, несколько десятков тысяч человек, вот, скупили все формы, поехали в Крым. Да, наши, ну что, а соврал? Нет, да нет, не соврал, что там. Вот сейчас, недавно было интервью австрийскому, не врал. Российские были, но они, это самое, там в Севастополе все время есть. Что эти вежливые люди, это моряки, да? Там вот, я вру, а ты вот меня не поймаешь. Крым, даже не Донбасс, а Крым полностью разъединил Россию. То есть серого не осталось, стало только черное и белое, и соприкосновения нет. Расколотые семьи, расколотые одноклассники, друзья. Это серьезный вопрос, который был настолько сильным пропагандистским ударом по населению, что оно раскололось. Когда я общаюсь с своими одноклассниками или однокурсниками, а это не самое необразованное, неинтересное, это все определенный срез. Да, то есть там это студенты высшей школы экономики, которые выросли, там, отучились в Москве, у них есть определенный образовательный уровень. Мы с ними разговариваем. Я понимаю, что даже там я не могу пробить уже ничего. Я могу сколько угодно пытаться это делать, но ничего не получится. А если я не могу это сделать с людьми, которые являются моими ровесниками, с которыми я говорю на одном языке, с которыми я жил в одном обществе, которые читали книги, которые отличают даже Фукуяму от Хантингтона, если я туда пробиться не могу, то что мы можем говорить про человека, который просто является пленником телевизора?